запись. Всем привет, здравия и благополучия. Сегодня у нас будет очередной шопинг. Это у нас программатор очередной. Вот, если видно, он равноценен программатору LPT1 порт. Были такие первые программаторы. И он выполнил на драйвере CH341. И можно программировать всякие устройства непонятные, такие как типа Bluetooth модули и так далее. Все-таки у нас есть желание запрограммировать какой-нибудь Bluetooth модуль на определенный режим приема передачи и ожидания слав и тому подобное. Это у нас кисточка для протирки объективов. Здесь имеется такая мохнатенькая кисточка. Вот она закрывается, но почему-то колпачка никакого нет. И с другой стороны сам наконечник для очистки. Что это такое? Это какая-то непонятная штука. Какая-то фетровая приклеивание. Я даже не знаю, как вам показать, объяснить. Но, в общем, если по-русски, то хрень полная. Она ничего не чистит, только размазывает все это дело. Вот. Ну, может быть, если на нее нанести сажу, то может быть. Хотя обычным ватным тампоном и ложкой со свечкой это делать в 100 раз лучше. Так, пошли дальше. Что у нас здесь? У нас здесь антенка, которую можно прикрутить к какому-нибудь устройству и удлинить нашу связь. То есть она откручивается вот на 2,4 ГГц. Так, дальше пошли. Это вот такие ароматизаторы, которые вставляются в машину. И здесь, видите, такие отверстия есть. И я могу поворачивать. То есть туда вставляется палочка. Вот сюда вставляется палочка. И вы можете... Обычно она вешается на воздуховод, где в автомобиле регуляторы направления воздуха. То есть идет теплый воздух, допустим, или какой-то, он попадает в эти дырки, и уже аромат тогда и идет. Мы приобрели. Зачем мы это приобрели? Наверное, это будет как дополнительный такой бонус, когда мы будем чистить озоном автомобильные салоны и систему кондиционирования. Потому что очень многие люди не пылесосят свои автомобили, и если очень он загрязнен пылью, то после озонирования там такая вонь не совсем приятная происходит. Поэтому такие вонючки, то есть это ароматизированные палочки здесь, вот они такие, они вставляются сюда, как я говорил. Мы взяли на пробу лимон и, не знаю, китайцы называют это запах моря или океана. Моя внучка сказала, что цветами пахнет. Это даже очень хорошо, потому что лимон, и даже лимон уже приелся всем. Про остальные запахи я не говорю. Так, что у нас тут еще? В общем, понятно, да? Здесь регулируется это дело и вставляется в этот самый. Так, что тут? Здесь очередной Bluetooth модуль. К нему тоже идет антенка. То есть на этих Bluetooth модулях можно организовать связь до нескольких километров. Поехали дальше. Дальше у нас будут пищалки. Они сами по себе пищат. Вот что они представляют. От 3 до 24 вольт можно подавать питание. Сейчас мы это попробуем. Давайте включим блок питания. Так, у нас на выходе сейчас будет
1 ампер, а по напряжению 11 вольт. И попробуем, посмотрим, как они работают. Программатор нам не нужен. Вонючки очень всем нравятся. Они незаметные практически в автомобиле. И они разных цветов есть. И это черная, как у нас была, а есть золотая. Я как бы не видел, что она золотая. Бронзового цвета серебряная есть. Там увидите сами, там много будет выбор. Самое дешевое почему-то у представителей, кто делает эти корпуса для запаха, они самые дешевые, это был вариант бронзовый. Давайте включаем, я его зажму пальцем, потому что он очень громко орет. И с увеличением напряжения звук у нас увеличивается. Противная штука, да? Такой пищалки можно сделать прозвонку, такую, что можно прозванивать и в грузовиках и так далее и тому подобное. А можно сделать такую еще, как типа на наличие провода, как в мультиметрах это применяется. Такая пищалка, только очень громкая. Они бывают несколько продаются, что как бы тон меняется там. Интересно. Чтобы в этом убедиться, как он работает, допустим, мы дадим 3 вольта, поднимем через преобразователь повышение напряжения, скажем, до 15 вольт. И можем прозванивать это дело все. Три вольта давайте вдвоем. Прикольная штука, стоит копейки, в хозяйстве пригодится. Теперь дальше, что у нас следующее? Это все нам не нужно. Убираем в сторону. Я как-то смотрел видеоролики, и вот один молдавский АВРЛ, по-моему, его имя, он говорит, что вы не старайтесь все в Китае покупать. Посмотрите по своим магазинам электронным. И действительно, то есть некоторые вещи вот мы купили для ремонта. То есть нам пришлось, конечно, хочется дешевле, нам пришлось покупать детали и, скажем, транзисторы F3710S. Нам 2 штуки обошлись 5,40 евро. Допустим, микросхемы 2842B нам обошлись 7 евро 78 центов. Туда-сюда. Сначала мы сделали заказ, то есть нам почему-то вдули 2843, а они не подходят, это я знаю, потому что у меня уже были такие микросхемы, я туда совал, он вообще не заводится. Может быть, они левые. Почему? В общем, с этим надо осторожно, потому что китайцы до сих пор делают перемаркировку деталей, и это, в общем, вы, во-первых, долго будете ждать, и потом окажется, что у вас не будет времени проверить это дело. И, в общем, это такая неприятная штука. То есть, и вот это то, что мы получили. Там еще один был заказ совсем с другого электронного магазина. Это очень быстро пришло. Один, по-моему, заказ пришел в течение 2 дней, а другой в течение 3. Вот. Эти магазины, они работают с фирменными большими площадками интернет. И что мы здесь видим? Это у нас я покупал просто сразу, что-то можно было подобрать к этому делу. Здесь вот эти 10 микросхем шим-контроллеров.
Вот они, видите, как они упакованы. То есть получается у нас ну, такая фирменная упаковка, где это закатывается. Видите, написано микросхема, там туда-сюда, и вот в антистатических пакетиках приходят. Ну, не написано, какая фирма, ну, откуда. Вот это уже китайская, как бы, покупка. Ну, видите, тут тоже это в упаковках все дело. Ну, в таких транспортных упаковках для микросхем, ну, которые применяются при монтаже, ну, сборке конструкции печатных плат. Это уже значит, что товар на процентов, ну, 70 реальный. Дальше что тут у нас? Здесь у нас здесь у нас тоже, видите, пришли это преобразователи, это регуляторы напряжения от 40 до 42 вольт входное, ну, от 5,5 до 42 входное и выходное 5 вольт. Тоже в этой Renault панельке применяются. Это какой-то транзистор, видно, я с ним возился. Теперь давайте глянем здесь, что у нас они нам присылали. Это уже китайские. Ну, вот предохранители SMD на 7 ампер. Вот. Ну, они я вот не знаю, еще не доставал, не знаю, керамические они или нет. И вот так россыпью прислали эти регуляторы напряжения, что тоже может быть, что они перемаркированы. Сейчас я вам покажу. То есть такая вероятность. То есть нужно сразу будет проверять. А как вы будете проверять? Вам надо схему собрать. Вот, поэтому нужно с этим осторожным быть. Потому что китайцы до сих пор делают перемаркировку товара. Ну, бывает так, что даже микросхема работает, а она не та. То есть там скорость операционников реагирования гораздо меньше, чем, ну, то есть те микросхемы дешевые, они покупают их партиями, стирают название какого-нибудь, ну, допустим, сдвоенного операционника, там 358-го, он вообще копейки стоит, вообще дикие. Стирают название, перемаркировку делают сверху, и ножки совпадают, вы впаиваете схему, у вас что-то не работает. Вот такая фигня. И вы не можете сообразить, почему это так происходит. Поэтому с этими всеми делами нужно быть осторожным. Лучше даже, я считаю, немножко переплатить в 2 раза, чем потом мучиться. Ну, вот сейчас еще остальные детали будут приходить. И мы тогда посмотрим. А здесь, да, вот 2843 они не запускались. Микросхемы. Здесь еще предохранители есть. Это, ну, я покупал как бы в магазине. То есть не исключено, что они не, ну, тоже перемаркированные, ну, в магазине. Поэтому вот эти электронные магазины, они стараются работать с брендами, делают там свою наценку. Вы можете сами купить, ну, вам надо тогда, чтобы стоимость товара, который вы хотите заказать, где-то была 50 евро. И, ну, тогда дешево получается. Ну, может, чуть-чуть дороже, чем на Алиэкспресс. То есть это получается, вы напрямую этих фирм будете покупать, известных, ну, европейских интернет-магазинов, что в принципе одно и то же, но вы будете знать, что вам гарантировано это все. И не факт, как бы вы вернете деньги, если вы проверите все это, докажете в спорах там, а там стоимость $1. Ну, ради этого устраивают споры, обычно люди забрасывают это все, ненужная коллекция получается. Так, очень удобная, мне понравилось, что там такие ячейки, то есть не надо приходить к продавцу, вам на смс приходит номер, вы подходите к большому такому шкафу, где куча ячеек, набираете номер, выезжает ячейка, вы забираете свой заказ и все, чики-брики. В некоторых магазинах надо очереди стоять, еще номерки какие-то брать, но
В общем, и за одной деталькой вы пришли за получением, вы будете стоять целый час. Вот сейчас вот так вот у нас продают детали. Так, теперь дальше пошли. Есть... К нам пришел маленький телефончик такой. Он очень прикольный и очень маленький. Не знаю, как вытащить. Вот он какой тоненький. Вмещается вот так на руке. Есть еще меньше, конечно, но я хотел вот такой попробовать, посмотреть и какому-нибудь внучонку подарить. Потому что не покупать же ему Samsung всякие по 250 евро. Я сразу сломал ему крепление сим-карты, потому что там микро-сим-карта, и как-то ее не засунуть было туда. Ну, в принципе, это не важно, можем придавить ее бумажкой. Он работает, он держит где-то 3 дня. В интернете с ним не полазишь, а это и хорошо, значит, дети нам не будут приносить всякую фигню, в смысле расходов ненужных. И можно писать сообщения, и как бы он считается студенческим телефоном, там, шпаргалка какой-то там. И он хорошо работает, пиликает и так далее. Показывать не буду. Вот он такой, ну, поверьте на слово, так сказать. Вот такой шнур зарядки к нему идет. Прикольный. Ну, в общем, он очень меня порадовал, что он вообще такого размера штука может работать. И качество связи, ну, я вам скажу, даже лучше, чем у другого телефона, который мы сейчас будем рассматривать. Мы будем рассматривать с вами лягушку, то есть мы так его уже в своем кругу называем, это Lego телефон. Вот он приходит в такой коробке красивой, более-менее. То есть у него все почти по фэн-шую, то есть не так просто еще, не так просто эту коробку доставать еще, я не знаю. Ну, почти на уровне супер-пупер коробки. Ну, некоторые есть проблемчики, которые вам испортят всю эту штуку. Вот. И, ну, здесь видите пакетики такие. Очень похож он на Huawei, этот телефон. Там зарядка. Здесь, ну, я что тут? Здесь такая пакетик от влаги. Ну, еще там такая была картонная штука. В общем, понятно все, да? В общем, коробка такая, которую не открыть. Так, теперь мы вернемся к самому телефону. Я не буду делать обзор, как все делали, нахваливать его. Но как мультимедийное устройство, мне он понравился. Он очень хороший. То есть поиграть в игры и так далее. Но есть такой маленький момент. То есть все у него отпечатки пальцев работают мгновенно. Если отпечатков пальцев нету, то есть вы... Ну, сейчас еще раз давайте попробуем. Не тот палец суете, видите, не распознано, не распознано, не распознано. Поднимаете наверх, и вот можно вводить штрих, этот графический код. Так. Снимает он видео неплохо, то есть макросъемку можно делать. Скажем, возьмем какую-нибудь штуку, плату какую-нибудь с SMD элементами, тоже замечательно. То есть, видите, он слишком увеличиваешь, тогда шум видно. То есть он, видите, увеличивает все довольно-таки неплохо. Стабилизации у него нету, ну, программной, как бы. Ну, больше 5 мегапикселей, я вот как знаю, у него это задняя камера. Передняя камера здесь, так что когда вы пользуетесь, скорее всего, что за вами проследить не могут. Ну, в общем, это Android 7, 8 ядер. И у него вот софтина 2017 года, и она как бы не поддерживается. То есть последнее обновление вышло, то есть народ советует не обновлять этот телефон. Вот. Теперь насчет... У него очень такая чувствительность по передаче данных, по GSM.
ММС и так далее очень низкая. То есть, если вы куда-то зайдете, то все будут лазить в интернете, а вам надо будет искать поле, чтобы у вас связь была. То есть это гораздо ниже среднего. Может, это связано из-за антенны, которая там внутри, потому что пока мы его еще разбирать не будем. А так ничего плохого сказать не могу, но доходят такие слухи, что они использованные телефоны вот эти по скидкам продают, что не очень корректно. Вообще, как бы считается, если брать защиту прав покупателя, то или потребителя, в общем, как бы здесь такие нарушения. И, в общем, это некрасиво так делать. То есть, если товар уже был в ремонте, или его надо оценивать, или об этом вообще сообщать, а он как бы у них продается как новый. Вот, к нему идет вот такой защитный чехол. Это безрамочный телефон, что тоже совсем неплохо. Вот, то есть рамки нет, защитная пленка уже стоит, я ее сдирать не стал. Качество, вот мне нужно срочно были фотографии какие-то сделать, нормальные, короче, можно что-то разглядеть. То есть эти SMD элементы, то есть телефон, чтобы под руками был. Мы с вами же диагностикой занимаемся, и чтобы у него было где-то... То есть у него сейчас свободно получается 20 гигабайт, то есть 32 у него внутренняя память. Сейчас такие тоже телефоны есть, тоже фирмы, 64 гигабайта внутрянка. В основном как бы для диагностики, и чтобы можно было позвонить и в интернете полазить. Потому что мы, конечно, раскатали губу за такие денежки. Но, во всяком случае, пользоваться как телефоном не очень удобно, потому что то есть динамик, которым вы будете слушать, находится здесь, и он что-то хрипит там. То есть это может быть не динамик, а какой-то пьезоэлемент, и он как звук не очень хорошо делает. А микрофон находится вот здесь, с этой стороны. Одна дырочка. И если вы так будете разговаривать, то не слышно будет ничего. Тогда вам надо вот так вот крутить, то есть сюда говорить, вот так вот, вот допустим, это ухо, вы будете в рот совать сначала, а потом в ухо вот так. И вот так вот будете крутить телефон, если хотите, чтобы, что-то, и то там будет булькать все что-то. Вот. Хотя я спрашивал, в общем, трудно довольно-таки показать, я сейчас постараюсь, и на это, наверное, много времени это займет, и попробуем поспорить с продавцом, чтобы они что-то сделали, там, я не знаю. Там стоят защитная сеточка, как на микрофоны, динамики, а так он нормально работает, если на динамик смотреть и так далее. Давайте наберем наш канал. Посмотрим. Просит включить. Давайте включим. Вот какой-то видеоролик наш. Давайте пропустим. То есть как мультимедийное устройство, он неплохой. К нему идет, к этому вариант наушник шел. Давай повернемся. Давайте послушаем. Работает шустро в интернете, ничего сказать не могу. Давайте какой-нибудь, где звук наш слышим. Потому что с этими модулями, вот с этим
То есть звук есть отдельные громкий, все нормальный, но если вы будете как телефон с не ним нужно пользоваться, вот этим то наоборот труба. В общем, будете в станцовать, шоке. потому что предыдущий блок питания я Хотелось бы, конечно, чтобы, если это телефон все-таки, чтобы как телефоном можно было пользоваться нормально, а не так вы будете ходить вот так, то в ухо совать, то в рот. Вот так вот будете его все время крутить на улице. А если вы громкую связь включите, тогда будут слышать все ваш разговор. И то он каким-то хрюканьем идет. Сейчас я возьму компьютер, возьму микрофон и попробуем поспорить с продавцом, что на это скажет вообще Али. То есть так получилось, что он где-то нам обошелся в $79, то есть мы не знаем еще, он новый или не новый, плюс таможенный там сбор 23, получается уже грубо 90 евро, то есть уже что-то не то. Ну, конечно, таможню надо платить, оно у нас все просвечивается. То есть там мои друзья, у них как-то проскочило это дело все. Ну, уже $90 у меня, извините, это что-то уже получается. Притом, если я потребую, ну, если он, допустим, не работал, я его буду отсылать, то мне государство не собирается возвращать налог с оборота. То есть, если он мне пришлет новое, они опять возьмут с меня это, и там уже надо тогда скандалить с этим делом всем. Вот, ну на этом я сейчас заканчиваю нашу с вами шопинг. И буду делать видео по телефону, что с ним не так. То есть у всех нормальные эти полоски, у меня получается 2 где-то, 4G, видите. И я поставил, что тоже тут можно видеть скорость загрузки. Ну, передача, приема. Так, что у нас тут еще Mobizen? Давай посмотрим. Можно зайти по-другому. Можно зайти в диспетчер файлов. Внутренний накопитель 22. Вот Mobizen здесь. И только один фильм у него, да. 20. Он в инженерном меню. То есть, видите, здесь... В инженерном меню это значит, он каждый раз тебя будет спрашивать, включает, подключает камера, всякую хуйню, блядь. В общем, звук такой, видите, Да, квакающий. не как айфона. А ему похуй. И 2 ламельки. Хотя рядом у ребят там тоже, ну, такое место, где связь не очень. И получается, что у меня... Это я в видео захожу. Видите, как долго загружается? Ну, практически не загружается. 2 килобит в секунду. Это бредятина полная, короче. То есть вот такая проблема есть. То есть все будут смотреть видео, лазить в интернете, а у вас будет вот такой кружочек крутиться. А потом вот так слушать надо. Если тебя не слышишь, тогда ты должен... Ну, на этом все. Я буду дальше заниматься своими делами, а вы чтобы знали. То есть я считаю, что нужно понизить цену этого телефона, тогда с этим можно смириться. Когда он уже под 100 евро получается, ну, надо, ребята, попробовать вопрос этот поднять. Пускай улучшают свои модели, мы их покупаем. То есть, а как мультимедийное приложение, отличная вещь, ничего сказать плохого не могу. При хорошей связи, он работает шустро и в игрушке. То есть все видеообзорщики ни один недостаток не рассказали, вот такой существенный. Это существенные недостатки этого телефона. Вот, ну и сказать, а что вы хотели за эти деньги? Я хочу звонить просто тоже. Звонить с любого подвала, а не бегать, выбегать на улицу. Может, кому-то это даже лучше, что у него передача данных, и ГСМ теряется. Не знаю, может, он там шифруется кто-то. Ну, может, даже это хорошо, не знаю, кому-то. Но все-таки я хотел показать там что-то, какое-то видео, и у меня крутится так полдня. Он берет свой телефон, и у него все работает. Вот такая фигня. Может, это мне такой бракованный попался, может, наоборот, там все. А мы-то не знаем, потому что обзоры все кричат, что это круто, очень пипец, это телефон. Поддержки нету, значит, фирма не такая, не очень еще развилась. Давайте им поможем развиться. То есть, продавай дешевле, делай больше, и все. Потом сделаешь супермодель. Я думаю, так правильно будет.